Всем здравствуйте, мы на тестовом сервере, и здесь у нас 8 сезон. Ну и на глобальных серверах, как вы знаете, завтра у нас 8 сезон начинается. Поэтому самое время задать себе вопрос, да, или мне, кого крутить, какие баннеры будут по сезону, которые нам уже известны, там с помощью Китая мы выяснили. Кого собирать, что там с этой новой воронкой. Давайте попробуем все это вспомнить и определиться. Сразу покажу вам вот такую вот схемку, которую я здесь накидал. Она ужасно, конечно, выглядит. Я не силен в каком-то графическом дизайне, да, в составлении схем. Я просто расположил баннеры и указал номер, да, то есть последовательность. Те баннеры, которые у нас будут по сезону и которые я буду в этом видео перечислять. Причем, если вот до баннера Митрасии, вот эти вот, мы уже точно знаем, что они будут. Вот все остальные, то есть два конструктора, вот этот еще один призыв желания или Себра, у меня здесь это гипотетически, то есть скорее всего будет вот так, но не факт. И то же самое с Analysis. У нас ничего не известно, когда, что, как это вообще будет выглядеть, поэтому они здесь в отдельном месте. Ну и может быть вам будет удобнее видеть вот в таком виде. Я нейронку попросила сделать, она сделала как смогла, учитывая то, что основа для ее работы выглядела, как я вам уже показал, да, то есть коряво. Ну, она вот справилась вот так. Вроде бы более ровно, более, может быть, просто воспринимать вот в таком виде, поэтому можете ориентироваться здесь. Итак, у нас в 8 сезоне, как вы знаете, новая воронка времени будет, и здесь у нас уже 2 босса, а не один, и на одного босса здесь уже известна отличная команда. Это у нас команда Яда. То есть ее, если вы еще не собирали, либо собрали, но не полностью, желательно дособирать. Это будет ваш первый приоритет. Команда Яда. А уже вторую команду для другого босса, для другой головы, для которой нужна команда, которая хорошо справляется с уроном по одной цели, вы уже подбираете команду, исходя из своего аккаунта и своих ресурсов. Я считаю, что воронка времени у нас это серьезный приоритет, так как здесь у нас в топ-5 в эти сундучки добавили вот этот очень-очень ценный ресурс. И если у вас аккаунт такой, что вы можете попадать в этот топ-5, то да, в воронке времени относитесь очень серьезно. И приоритет всегда отдавайте ей. И вторая команда для второго босса, то есть для урона по одной цели. Это у нас неустрашимость, но она очень капризная, потому что требует наличия уже не одного героя эксклюзивного поддержки, да, Маштора, а двух. Вот так вот. Это у нас Сельва, либо Ирмуш. Плюс ко всему здесь нужно очень много пробуждений. Ну и вторая отличная команда для этого босса это у нас Аура. И здесь уже требования гораздо ниже, то есть Таресия плюс 5 и все. Ну и наличие, конечно же, Analysis. А герой поддержки там справится, допустим, Сольма. Это у нас новый герой поддержки, он редкий, да, и у него отличные жирнючие щиты. Плюс ко всему там баф защиты есть и иммунитет к ослаблениям. В общем, отличный герой. Также в одну цель там справляется ледяной взрыв, но у него тоже требования довольно-таки высокие, так как здесь у нас уже тоже необходимо наличие многих эксклюзивных героев ДД, да, там артефактов, пробуждений для нормального урона. Ну и помимо этого еще нужен и Ансельма. Без Ансельма это будет вообще совсем другая история, так как у него есть очистка ослаблений. Это очень важно на новом боссе воронки. Дикость у нас тоже играет, но слабенько и плюс ко всему тоже получается очень дорогой командой. Сбор может какой-то урон выдать даже в одну цель, но, конечно, несравнимый с той же аурой. Команду разъедания я не видел в Китае, не тестировал, но я уверен, что на этом боссе она будет довольно-таки слабо играть. То же самое, естественно, с призывом, с тенью, с ударом молнии и с морозом и с горением. Так что не то чтобы много вариантов здесь получается у нас. Чаще всего я думаю, что будет аура и яд на воронке. Это что касается именно воронки и приоритетов по командам для воронки. Что же у нас там с баннерами? Итак, в первый день нас встречают 3 баннера. Первый баннер это у нас баннер за билеты за золотые до сезона. Мы про него ничего не говорим, потому что там все ясно и там выбирать ничего не надо. Там просто тратите билеты и получаете то, что получаете. Второй же баннер это у нас баннер призыва желаний. Он называется по-другому, но смысл тот же. И это уже очень серьезный баннер, который я не советую никому пропускать. 300 призывов туда сделать необходимо, так как там можно добрать и редкого героя ДД, либо редкого героя поддержки, и плюс ко всему забрать эксклюзивного героя. Как по гаранту, так может быть он вам еще упадет и до гаранта, если повезет. А везет там часто, потому что пул героев там достаточно небольшой. Так что его мы крутим в первую очередь. Кого именно, как я уже сказал, приоритеты лично я всегда выставляю именно от воронки. Ну, я попадаю в топ-5 у нас на сервере, поэтому воронка для меня это очень важно. Если же воронка вас не интересует в том плане, что до топ-5 вы никогда не доберетесь, да, потому что там либо киты, либо еще что-то, либо пробуждение, там кому-то очень везет, то можете рассмотреть другие варианты по призыву команд. То есть, если, допустим, яд у вас есть, но он, допустим, не полный, то вы можете добрать лавкача, если его нету, либо артефакт, если его нету, потому что артефакт довольно-таки много урона добавляет именно на воронке, кстати.
Если Твича нет, вы можете Твича добрать в этом баннере. Ну и собирать какую-то вторую команду уже, допустим, для континентального испытания, либо для финального босса. Сбор у нас, кстати, неплохо себя показал, очень неплохо себя показал, но лучше всего он себя показал в компании с Линой, то есть эксклюзивный герой поддержки, причем желательно, да, Лина +1. Также у нас неплохо играет Горение, тем более там новый эксклюзивный герой появится, но в этом баннере его не будет, поэтому его мы получить не сможем. Но если у вас там, допустим, Пайкстона нету, то можно его добрать. Дикость я пока что не рассматриваю, она очень дорогая и выдает очень плохой результат. Мороз, если у вас нету Этерил, в принципе можно добрать, потому что она одна на многих боссах, 200 миллионов точно набьет. В компании, конечно, с героями поддержки там соответствующими, но все равно она классная. Для набивания минимума она очень неплохая. Плюс ко всему там на шахматах играет, если вы в них играете. Ну и там PvE контент, типа там бездны какой-нибудь, то есть может позакрывать. И на арене она до сих пор сильно играет. Ледяной взрыв там постольку-поскольку, то есть смотря в каком он у вас состоянии. Опять же, в этом баннере не будет Эрнеста, да, он будет потом в дальнейших баннерах. Но если, допустим, у вас Френгунда нету, либо нету у нее артефакта, то можно рассмотреть такой вариант, что добрать ей либо артефакт, либо ее саму. Потому что тогда команда Ледяного взрыва, заметно лучше играет. Особенно, когда вы добавите, если добавите еще и Эрнеста. То есть, в принципе, с этим баннером, довольно-таки легко определиться. Просто добираем то, чего вам не хватает. По актуальности команд, как я уже сказал, все, в принципе, тоже плюс-минус понятно. Второй баннер, который будет у нас на старте сезона, это баннер героев поддержки 8-го сезона. И там у нас будет 3 героя поддержки, я имею в виду не эксклюзивные. И самый главный из них это Сольма. Он, насколько я видел в Китае, в каждой команде Ауры на той же воронке играет. Это сильный герой, у него очень жирные щиты, плюс там есть еще бафы. Его, конечно, неплохо было бы добрать, но если у вас есть ресурсы. Если вы не донатите особо в игру, и для вас 300 призывов это довольно-таки много, то только ради него крутить баннер я бы, наверное, не стал. Да, в этом баннере есть возможность получить сильных героев эксклюзивных поддержки, вот Сельву, либо вот его, вот этого Грифа, тоже сильный герой. Но они могут вам и не упасть. Хотя я бы, конечно, попробовал. Но опять же, все зависит от ваших ресурсов. То есть вы можете потратить 300 призывов, они вам не упадут, вы заберете по гаранту, допустим, вот этого быка и все. И больше ничего полезного вам не упадет. К этому надо быть готовым. Если у вас, я же говорю, слишком мало ресурсов, то я бы, наверное, удачу так не испытывал. Но думайте сами, определяйтесь сами, что для вас важнее. Лично я, конечно же, этот баннер буду крутить и, возможно, даже буду крутить до 1000-го призыва, чтобы получить хотя бы одного героя. Но там, конечно, большой риск есть, что упадет не тот. Мне нужна Сельва, потому что команда неустрашимости у меня одна из основных. То есть у меня она на +5, она будет на +5, и у меня есть Маштур, причем с пробуждениями. Поэтому я по-любому буду пытаться ее заполучить. Это у нас, получается, 3-й баннер, да. Если считать первый, который за билеты сезона. Но мы его считать на самом деле не будем. Поэтому 3-й баннер сезона, это у нас баннер Ледяного взрыва. Вообще, вот эти баннеры школ отдельные, да, я бы их, конечно, не советовал крутить, потому что, во-первых, там часто падает мусор, потому что в эти баннеры школ разработчики запихали огромное количество мусора. Невероятное просто, я до сих пор не понимаю, кому и как и зачем это в голову пришло и почему это до сих пор не исправили. Это ужасно просто. Да, когда у вас хорошее открытие, там падают вам герои нужные ДД, да, с этой школы. И потом еще кто-нибудь до гаранта упадет. Это у нас в новом сезоне будет Эрнеста. Потом вы еще кого-то забираете за 300 призывов, там, допустим, Фредгунду. Это классно, это здорово. Но чаще всего падает именно мусор. И вы просто забираете одного по гаранту. Это очень дорого и очень грустно. Если же вы хотите собрать школу Ледяного взрыва, но у вас никого нету, либо есть там кто-то один, допустим, там, либо 2 героя, то есть мало совсем. Можно попробовать, если ресурсы позволяют, можно попробовать. Так как команда Ледяного взрыва довольно-таки дорогая, то есть здесь нужно много пробуждений, много эксклюзивных героев, так что чем раньше и больше вы начнете крутить, тем лучше. Все опять же упирается в ресурсы ваши. 4-й баннер, это у нас баннер удара молний. Там у нас тоже новый эксклюзивный герой, Тарис, Чайка, появляется. Команда удара молнии тоже у нас пока что играет плохо. Я не знаю, что будет в 8-м сезоне, вроде бы для нее условия будут. И на последнем боссе, на финальном, и на континентальном испытании. Но команда довольно-таки дорогая, потому что у нас здесь и Перкунта нужен, и артефакт нужен, и Арора, и ее артефакт, и еще один. Дорого. Смотрите сами, я бы этот баннер полностью пропустил. Я его, скорее всего, и пропущу. Не верю я в эту команду, никак разработчики удар молнии завести не могут. 5-й баннер сезона, это у нас баннер команды Горения, школы Горения. Здесь у нас будет новый герой, это у нас Вериса. Вроде как довольно-таки неплохо увеличивает урон команды Горения. Даже по сравнению с Дуремом там на +5, то есть заметно лучший урон. А может быть даже и вместе с ним. Я еще до сих пор не особо-то понял, как там урон распределяется.
Но, судя по описанию там навыков, неплохой герой и нужен будет для команды горения, чтобы повысить урон. При этом Ашетиус у нас хоть и аутсайдер, то есть играет очень редко и плохо, но с учетом анонса сезона, где нам показали финального босса, это босс, робот Мекаторг, где там будут всплывать бомбочки, то есть множество целей, там Ашетиус, возможно, как во втором сезоне, покажет себя неплохо. Но это разовая акция, последние сезоны у нас Ашетиус вообще почти не играет. Либо там очень сложные условия, то есть дорогая команда получается. Опять же, отдельно баннер школы я не советую крутить, потому что, как я уже сказал, там очень много мусора. Но опять же, если у вас совсем никого нету, можно начать с этого баннера. Но будьте готовы, что вы можете уйти ни с чем. То есть с кучей мусора, с одним дуремом, допустим, и с героем по гаранту, которого вы заберете. В первую очередь, мне кажется, что лучше забрать Пайкстона, а уже потом Верису. Шестой баннер у нас пройдет параллельно, как и в прошлом сезоне в Китае было, ну и у нас, в принципе, тоже. Параллельно он будет с пятым баннером, и это у нас будет повтор баннера Митраси. Про Митрасию я уже говорил, да, все сказал, было отдельное видео. Ну, я бы советовал ее пропустить, потому что она нигде места не находит. Ну, только на арене я ее видел там, либо в какой-нибудь схватке в осаде, да, когда мы бьемся с противником, и она нас подстраховывает, чтобы у нас команда не умерла. Ну и, собственно, все. Прям так активно она вообще нигде не используется. Может быть полезно, герой сильный, но... В общем, я уже все говорил. И так как у нас за сезон, судя по прошлому сезону, то есть поэтому должно быть, точнее, 2 баннера с героями эксклюзивными поддержки, то высокий шанс, что у нас в 8 сезоне вторым баннером эксклюзивного героя поддержки первого сезона у нас здесь будет Элисебра. Она тоже вроде бы сильный герой, да, на арене, там на новичковых серверах она играет, но больше нигде. То есть у того же Инфернала она плюс 5 еще и с артефактами, она нигде не нужна вообще. Вообще нигде. То есть как-то так, вот как-то так. Так что ее, если это будет она, баннер с ней, то я ее советую пропускать. Также напомню, что у нас 19 сентября будет 3-я годовщина со старта игры. И разработчики говорили, что у нас будет баннер Анализис. Но они не говорили про срок. Они сказали, в ближайшее время точно не будет. Они это, по-моему, говорили где-то месяц назад, ну, либо около того. Есть у меня подозрение, что в 8 сезоне, то есть либо на годовщину, либо позже, этот баннер может появиться. Ну, ее, естественно, нужно забирать. В любом случае ее нужно забирать. Даже если она у вас есть, лучше заберите, потому что если у вас, допустим, она без пробуждений, а вам повезет и упадет хотя бы одна до гаранта, то даже на плюс 2 она будет сильнее, ну, заметно сильнее, чем плюс 1 либо плюс 0. Так что команда Ауры вам скажет спасибо. Ну, а если вам капец как повезет, и вы сделаете ее плюс 3, там она станет еще сильнее, заметно сильнее. Так что не советую ее пропускать. Тем более, что понятия не имею, когда и как мы сможем получить ее снова. Это у нас, можно сказать, узаконенный чит. В нее столько всего напихали, она абсолютно мерзкая, ее не должно существовать в таком виде, я считаю, но так как она есть, ее нужно забирать. Это единственный, по-моему, такой герой в игре, который, ну вот, столько всего делает и позволяет вот этой мадам и ее команде показывать, ну, невероятные результаты. Вспомним финального босса 7-го сезона, где эта команда в 5 ДД выживала на финальном боссе на второй фазе. Это немыслимое просто. Это немыслимо. Я считаю, что ее нужно нерфить, но разработчики так не считают. Также не забываем, что у нас там намечается в 8 сезоне Дитя Хаоса. Как нам будут его выдавать, скажем так, то есть надо будет тратить гелиолиты, будет какое-то событие, что будет, как будет, не знаю. Но это нужно держать в уме, потому что мы о нем ничего не знаем, насколько он будет силен, что он вообще из себя будет представлять, так что держите это в уме. Ну и не забываем, что скорее всего у нас будут баннеры-конструкторы, по-моему, называются они призыв вариантов, да, и эти баннеры это у нас пока что единственная возможность попробовать испытать свою удачу и получить кого-то из эксклюзивных героев определенных стихий, которые вам нужны. Но там абсолютный рандом и шансы невероятно маленькие. Смотрите сами по своим ресурсам, по своим возможностям. Ну, я по-любому буду эти баннеры крутить. Выбора у меня нету, если я хочу остаться в топе на воронке. Ну и вообще по сезону. Ну а в конце, скорее всего, будет у нас призыв желания, опять же, да. То есть для него, опять же, ресурсы потребуются, если они у вас останутся. И 300 призывов желательно для него оставить. Ну на этом по баннерам все. Надеюсь, помог вам определиться, либо напомнить то, что вы забыли, но хотели вспомнить. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.